И снова на нашем канале уже полюбившиеся, я надеюсь, вам обзоры, наши интересные замечания на тему, куда пойдет рынок, почему мы так считаем, как дела у инопланетного гостя, который торгует монетой и иногда приторговывает монетой Magic. В общем, обо всем об этом вы сегодня снова узнаете на нашем канале. Спасибо большое. Надеюсь, что мы также любимые стали уже персонажи для наших подписчиков и для новых зрителей. Ну и хочется отметить, что это сугубо наш эксперимент. Мы уже на 76-м дне. Я торгую на Bybit монету Link, иногда подторговываю Magic. И сразу перейдем к делу. Делаем обзоры каждый день, кроме воскресенья. Обзоры по рынку, по биткоину, эфиру, а также рассматриваем наши монеты. И все, кто нас смотрел, знают, что я вошел в понедельник, не угадал с направлением монеты. Вместо того, чтобы монета пошла вниз, она пошла вверх. Долгое время уже сижу вот в этой колбаске. Да, она стремительно пошла вверх, достигнув 13 и, по-моему, 4. Да, вот здесь достигала 13,6. Сейчас идет на снижение 12,8. А моя точка входа 12,3. Посмотрим, будет ли стремительное или дальнейшее снижение, чтобы я закрылся в плюс свою сделочку, и тогда опять восстановится. Пока у меня на данный момент за 76 дней получается 35%. Сильные вышли данные по экономике Соединенных Штатов, высокорисковые активы никто не рассматривает, и они немножечко пошли на снижение. Значит, твоя сделка шортовая, как, впрочем, и моя шортовая, дают какие-то проблески того, что мы выйдем с положительной динамикой. Я, кстати, ты уже знаешь, об этом зрителей еще нет, я 50% уже твоей шортовой сделки закрыл и ожидаю продолжения снижения или же разворота, но уже в более безопасном таком варианте своей сделки. Таким образом прорисован линк, где мы видим накопление вот в таком формате, и мы между линией зеленой, между линией красной, и у нас есть средняя линия. Дорогие наши зрители знают, что поведение цены будет выглядеть вот так, значит, искать цель ниже, и ты таки придешь к своей цели. Целями имбаланс, о котором мы уже говорили с тобой на одном из обзоров, так и вот эта вот проба пробиться ниже продавцами, ставить некие цели. Ну, может быть, ты поступишь, как и я, 50% закроешь на этом имбалансе и 50% оставишь со стопом, уже теперь со стопом, да, чтобы выйти из этой сделки с минимальными потерями, либо же победителем. Вот. Ну, что касается линка, я объяснил. На Magic пошел откат, возврат на этапе Magic, да, как я и ожидал. Ну, немножко закрылся раньше, я закрылся 12.15, сейчас цена 12.09. Я уберу элементы рисования, которые для рассмотрения. И моя версия была, что мы придем вот в этот имбаланс. Скорее всего, куда мы и пришли, собственно. Вот, ну, ожидаю, как я и тебе сказал, что, возможно, еще мы сходим вот где-то вот в этот вот район. Поэтому 50% я оставил на цель $11, 11 центов. Что касается наших двух монет. Арбитрум я тоже сегодня закрыл. Есть сильный уровень, как вот у меня здесь прорисован, единичка, уровень смены тренда зеленым. Мы под него уходим, подтверждаем этот выход снизу, и для меня это является сигналом для входа в сделку. Я тогда делаю нечто подобное, ставлю за эту линию короткий стоп и ищу для себя цель. Целью может быть ликвидность, и у меня в данном случае цель была 32,5, хотя, ну, настоящая цель была немножко ниже, но я решил вот эту вот ликвидность забрать и не дожидаться прихода к имбалансу, потому что зачастую я наблюдал, как от имбаланса, ну, может быть, очень быстрая реакция, поэтому я синицу, здесь и так 34 получался у меня риск прибыли показатель, и я считаю, что это очень хорошо. Сделка закрылась так, как я ее и смотрел, то есть она закрылась 32,5. Вот здесь вот, ну, цена пошла немножко ниже, но я уже не расстроился, потому
работал, по-моему. Напомню, что мы ищем любой сильного уровня, подтверждение выхода из этого под этот уровень и находим для себя цель. Целью может выступать как вот такие сквизы небольшие, когда пробовался выход из прошлого, да, откат на прошлой росте цены, или же вот такие неэффективные торговки в виде имбалансов. Мы очень часто к ним тоже приходим, как случилось, в принципе, и в данном случае. Если бы был включен индикатор, было бы видно, что здесь есть еще не полностью перекрытый имбаланс. Но об этом я говорил уже неоднократно, что если вдруг вам интересно сделать обзор, как находить имбалансы, что это вообще такое и почему туда стремиться, либо же любые другие вопросы, связанные с тем, что мы здесь обсуждаем, вы можете писать в комментариях, и мы сделаем определенные обзоры для того, чтобы наше взаимодействие с вами было более интересным, продуктивным и полезным для вас. Ну, а мы повторим лишний раз то, что уже и так знаем. Ну, вернемся к биткоину, поскольку продолжаю ежедневно говорить о том, что доминация высокая, 65-44 сегодня показатель доминации на биткоина. Пришла к уровню сопротивления, который у меня здесь выделен зеленым цветом, это в районе 105-550. Цена сходила ниже, но со сквизом, и был быстрый откуп, это значит, есть в этом районе сильный покупатель, и пока его сил достаточно, дабы не пускать цену ниже. Пойдет цена ниже или не пойдет, уже будем говорить об этом. Дальше я хотел бы рассмотреть, какая интересная ситуация сейчас на биткоине, и это лучше всего сделать на дневном таймфрейме. И у нас есть несколько уровней. Здесь можно было шортить, когда мы ушли под уровень зеленой линии. У меня здесь даже прорисован такой сетап. Я в шортовой сделке по биткоину, правила об этом не говорим. Здесь я не планирую фиксироваться, буду наблюдать. Будет разворот, значит, буду закрываться. Не будет разворота, значит, буду ждать, докуда мы опустимся. Ну и здесь у меня все цели прорисованы, как оранжевая, так и вот эта черная. Причины все по-прежнему те же. Здесь кто уже видит имбаланс. В какие-то моменты это было... Вот здесь оранжевый – это сильный уровень, а также уровень, от которого мы пошли к самой нижней точке в данном накоплении. И также это уровень смены тренда где-то из прошлого. Не буду терять время на то, чтобы показать вам, что это так. Ну и что еще интересного на биткоине – это низкий показатель волатильности. Мы вчера об этом говорили, и со вчерашнего дня он стал еще ниже. И я проводил некоторые сегодня. И вот эти вот мои исследования показали, что когда низкий индекс волатильности по показателям 4.28, то даже после отката мы потом переходим в фазу роста. Об этом говорит, в принципе, многое, но и это, скажем, мне, как мы все ждем роста рынка, да, и мне это как бальзам на душу, потому что я исследовал вот это место, я исследовал это место, и даже, по-моему, в 2020 году я исследовал вот эти вот два места, и был, в общем-то, качественный рост. Кому интересно, проведите свое исследование и напишите в комментариях, прав я. Перейдем к эфиру. Эфир немножко по-другому выглядит, нежели биткоин. В показателе пара эфир к биткоину у нас по-прежнему биткоин немножко сильнее, но, судя по графикам, мне с эфиром она выглядит как будто бы мы подтвердили подход. У нас есть поддержка, которая не пускает цену ниже, есть имбаланс, который ее притягивает, поддержка или имбаланс. Мы, опять же, я думаю, что узнаем уже завтра. Сверху останавливают два уровня сильных. Один, от которого мы пошли к самой верхней точке в данном накоплении, и второй, откуда мы пошли к самой нижней точке в данном накоплении. И у кого такой художественный взгляд, те могут заметить, что здесь похоже на зеркальное отображение. Если здесь провести среднюю некую линию, да, то вот эта часть похожа на вот эту часть. Как будет продолжаться здесь или нет? Если да, то здесь будет боковик. Но поживем, увидим, как будет, так будет. Капитализация альткоинов говорит о том, что потихонечку все-таки инвесторы поглядывают на альткоины, потому что все-таки она растет, хоть и с откатами вот такими, но капитализация альткоинов подрастает. Задача, в общем-то, этого графика, чтобы порадовать нас, была бы такая, как я прорисовал зеленым цветом, прерывистой линией, выйти за пределы нисходящего вот этого рисованного мной идущий тренд. Когда мы его пробьем, здесь видно, что, в общем-то,
после каждого такого снижения всегда присутствует разворот. Здесь уже я вижу признак почти подтвержденного разворота, но нужно еще закрепиться над вот этой красной линией, а потом нисходящей трендовой линией. И тогда я буду считать, что, скорее всего, наша капитализация альткоинов в гору. Большое спасибо за такой детальный и качественный обзор. Как всегда, очень много полезного. Как всегда, интересно тоже послушать твое мнение. И ждем, конечно же, от вас, наши дорогие зрители, комментарий, лайков, подписок. И посмотрим, что готовит нам рынок сегодня ночью. И завтра уже сделаем очередной обзор, посмотрим, что из этого вышло. До новых встреч, друзья!